Дорогие партнеры, дорогие друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер всему миру. Я действительно очень рад участвовать в этой сессии марафона сегодняшней. И я действительно полон энергии, потому что я действительно прослушал замечательные песни сегодня, когда делал упражнения. И они меня действительно заполнили энергией. И я надеюсь, что вы тоже выполнили эту физическую прокачку. Пожалуйста, поставьте плюс, если вы выпили стакан воды, если вы сделали упражнение. О, отлично, молодцы. И я вижу, что вы последовательны в своих действиях. Помните, что это вы делаете только для себя, чтобы повысить уровень вашей энергии, а также чтобы достичь ваших целей. Я бы хотела представиться для тех, кто меня еще не знает. Меня зовут Драгош Станчо. Я представитель президентского совета, президент по партнерской программе потребительского сообщества NEMI. Также я являюсь коучем и сертифицированным тренером, мастер-профи и ведущий гений финансов, член ассоциации «Генералы мира за мир». Я лидер компании в Италии, предприниматель, спикер и профессиональный инвестор. Давайте пойдем дальше. Итак, сегодня я бы хотела вам посоветовать, чтобы вы записывали все. Записывали сегодня все, что мы будем говорить, потому что сегодняшняя сессия очень важная. У нас сегодня просто замечательные спикеры, которые объяснят и расскажут вам о ключе к успеху. Давайте сейчас перейдем к интервью. Хотелось бы узнать о ваших осознаниях, о вашем успехе, которым вы смогли достигнуть за последние дни. Поэтому хотел бы послушать желающего, который хотел бы поделился своим опытом. Чему же он обучился во время нашего марафона? Пожалуйста, расскажите о себе, представьтесь. Какой статус у вас в нашей компании? Какие проблемы у вас были до начала марафона? И что вы сделали, чтобы изменить эту ситуацию? Каким образом вы практиковали те знания, которые вы получили у нас в марафоне? Какого результата вы добились? И, пожалуйста, если у вас есть какие-то рекомендации либо советы другим участникам, пожалуйста, поделитесь ими. Кайрат Кинжитаев, вы можете говорить. Здравствуйте. Да, здравствуйте, вас слышно хорошо. Спасибо, меня зовут Кайрат Кинжитаев, я из Казахстана, город Кокшетау. Статус пока начинающий агент, недавно вместе с вами. Хочу сказать всем спасибо. Проблемы были, по природе своей был интроверт, не заходил ни в какие компании. А сейчас с вашей помощью стал следить за собой, делать упражнения. Понял, что мне нужно, составил коллаж
делаю физическую работу над собой и гимнастику. В общем, привожу себя потихоньку в порядок, стараюсь следить за каждыми новостями. Я в марафоне днем и вечером. Вот. Это все, что я делаю и еще буду делать, чтобы изменить свою ситуацию. Вот. Думаю, результаты еще впереди, но пока для меня это самые лучшие результаты. Может, что-нибудь еще спросите? Скажите, пожалуйста, получилось ли у вас провести рандеву в ближайшие дни? Да, но там было задание с незнакомцами, это не совсем незнакомцы, это люди, с которыми я в принципе-то и не общался, но здоровался. Это как коллеги, так и соседи. Пусть не 10 человек, но с 3 людьми получилось и пригласить, и показать, и посмотреть, и на субботу тоже. То есть этих людей вы смогли пригласить в субботу на вебинар, я правильно понял? Да, так точно. Отлично, замечательно. А подскажите, может быть, вы можете поделиться советом с нашими коллегами со всего мира? Да, не нужно сомневаться, я тоже долгое время сомневался. Главное вовремя сделать решительный шаг и начинать понимать самого себя, начать, чего ты действительно хочешь, потому что второго шанса не будет. И понять себя, распознать, и в этом помогут нам наши спикеры сделать коллаж, писать сочинение, и тогда вы придете к успеху. Отличный совет. И вы знаете, у нас есть такая пословица. То есть возможность — это как поезд. И как только поезд ушел, он уже не вернется. Поэтому всегда нужно успеть поймать этот момент. И не бояться сесть на этот поезд. Поэтому двигаться и двигаться. Большое спасибо. Спасибо Вам большое за вашу обратную связь. спасибо. Давайте послушаем еще кого-нибудь. Если кто-то. У нас есть из итальянской комнаты Массимилиано. Привет всем! Как меня слышно? Конечно, отлично. Привет. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы делаете. Я Массимилиано из Падуи. Я агент. Совсем скоро я стану консультантом. Уже с вами я на протяжении 2 месяцев. И я должна сказать, что для меня это очень интересно. Как прокачка физическая, как стакан воды. Для меня это действительно очень интересно. А также мне нравится образовательная часть, потому что здесь все четко, пунктуально, и это позволяет обучаться такими специальными техникам, которые помогают нам реализовывать наши мечты. Например, вчера, когда мы говорили о личной истории, вообще рассказать о своих желаниях, а также понять боль человека, и я понимаю, что это очень важные советы, потому что таким образом мы можем взаимодействовать с людьми. И очень важно сказать человеку, что если у меня получилось, значит, получится и у тебя. А все вместе мы сможем учиться, расти, а также достигать результатов. И это позволяет расширить наши границы. Мы можем стать финансово независимыми и получить эту свободу. Я очень рад, что ты понял
наш посыл, и ты следуешь нашим советам и оценил все, что мы предлагаем. Может быть, ты расскажешь о том, получилось ли у тебя пригласить своих друзей на вебинар в субботу. Итак, что касается вебинара, нет, не получилось у меня, к сожалению. Я их приглашал, я с ними созванивался, и в понедельник мы с моим спонсором встретимся в понедельник. Вчера я еще набрал одному человеку, я ему рассказал о нашей компании, и, возможно, в ближайшее время мы еще раз с ним встретимся, и я смогу ему чуть больше рассказать. То есть я пропрактиковал рандеву, первая встреча, и вот у нас будет как раз вторая встреча. А что касается субботы, пока нет, не получилось, но я буду стараться. Спасибо большое, Массимилиано. Может быть, ты хочешь поделиться каким-то советом? Ну, что касается советов, я бы сказал так. Тот совет, который пользуюсь я. Давайте смело двигаться по чуть-чуть вперед, потому что вот этими техниками, вот этими нашими тьюторами, это очень нам помогает двигаться вперед. Будут люди, которые понимают это, те, которые не понимают, но в любом случае нам нужно двигаться вперед. И этими маленькими шажками мы сможем достигать успеха, применяя технику и методику наших преподавателей. Ну, поэтому давайте двигаться вперед. Спасибо, Массимилиано, спасибо за твой дебют. И давайте пойдем все вместе вперед. Благодарю тебя, Массимилиано. Я бы хотел добавить к словам Массимилиано. Мы должны быть горды тем, что мы предлагаем, потому что мы единственные люди в мире, единственная компания, которая предлагает возможность обучаться и выучить, достичь и понять, что такое, какой же секрет нам поможет достигнуть финансовой безопасности и финансовой независимости, а также поможет нам стать развитыми, и мы единственными люди, которые организовали этот марафон. Это самый лучший курс, в котором я принимал участие. И это единственный раз, когда я смог участвовать в марафоне как коуч, потому что я прошел на самом деле очень много мастер-классов и курсов. Давайте перейдем к следующему слайду, потому что он очень важный. Значит, в следующем интервью мне бы хотелось услышать людей, у которых получилось организовать рандеву. Я бы хотела услышать человека, который пригласил своего друга, либо своего родственника, либо коллегу на встречу в субботу, потому что мне бы хотелось получить именно обратную связь. Именно в обратную связь того человека, который поприсутствовал на нашем вебинаре в субботу. Есть ли такие люди? Потому что в субботу Мила организовала просто невероятный вебинар. И я действительно был шокирован, как вообще у нее получилось передать вот эту всю информацию настолько просто и легко. Потому что важность именно вот рассказывания истории
И когда она ее нам рассказывала, я просто почувствовал, что это меня все вовлекает в этот вебинар и вовлекает также в эту деятельность. Также она сказала еще одну очень важную вещь, что каждый раз, когда мы участвуем в вебинаре, даже если мы слышим одну и ту же тему, которая повторяется, но она же нам рассказана и представлена немножко в другом русле. И таким образом мы можем всегда найти что-то новое, даже в теме, которая повторяется. Потому что, наверное, например, в прошлый раз нам была представлена эта тема, мы эту тему прослушали, поняли для себя, а когда мы еще раз эту тему слушаем, я, возможно, найду еще что-то новое для себя, то, что я не успел или не смог каким-то образом запомнить в предыдущий раз. Поэтому помните, каждый шаг, который вы делаете, либо курс, как только он заканчивается, этот курс, вы всегда будете полны знаний и будете знать больше, чем знали до этого. И я вижу, что здесь очень много рук, которые хотят поделиться своими осознаниями, но, к сожалению, мы не сможем послушать всех, поэтому я прошу техническую поддержку выбрать одного человека. Итак, Нина Иванюк, вы можете говорить. Ага. Здравствуйте, меня зовут Нина Иванюк, я из Беларуси, и статус лидер-менеджер. В этот марафон включилась с очень большим удовольствием и увидела для себя много интересных моментов. И на вебинар Милы, да, у меня получилось пригласить моих знакомых и в том числе партнеров. В первую очередь я продаю знания, которые мне помогли изменить мою жизнь. Я проходила много обучений, но вот именно этот марафон и эти практические знания, которые нам дают, да, отрабатывая, они двигают нас маленькими шагами. Все знаю, но когда даже вот сейчас начала проходить марафон, увидела в себе, скажем так, то, что не знаю, в том числе, что по-новому можно проводить рандеву. Вот что я хочу пожелать. Я всех поздравляю, кто быстро... Вы можете рассказать о обратной связи ваших знакомых, ваших друзей, которые посетили марафон Милы? Да, мне дали обратную связь, пару человек. Они просто восхищены тем, то, что у нас есть в компании. Мне так сказали, говорят, у вас такие знания дают. Мила просто восхитительно все преподнесла, и они увидели для себя много нового, даже в нашей компании в том числе. Поэтому я думаю, что вот в эту субботу я тоже сумею пригласить и раскрыть потенциал наших знаний, которые у нас даются. Отлично, спасибо большое. Спасибо большое за ваш опыт. Спасибо вам, то, что вы делитесь именно практическими своими навыками. И вот как надо давать, именно рассказывать о себе, вот для меня это тоже инсайт. Честно говоря, Спасибо большое от всех нас.
Я бы хотела, конечно, дать возможность всем высказаться, но мы хотим каждый раз слышать новых людей, поэтому у вас у всех будет возможность высказаться позже. Давайте пока перейдем к следующему слайду. Вы помните, что я вам сказала в начале? Записывать все, что мы говорим. Потому что эта сессия – это просто очень важная сессия. Что такое тайм-менеджмент? И для чего он нужен? Это самый лучший курс, который я когда-либо проходил, где я получил техники, техники, которые помогают мне управлять моим временем. Таким образом, что у меня все систематизировано. И что касается стратегии, эта стратегия дает мне возможность управлять моим свободным временем, а также управлять всеми моими рабочими задачами. Также мне это позволило достигнуть моих целей, потому что если мы не управляем нашим временем, именно стратегически правильно и организованно, у нас не получится следить за нашим списком контактов, следить за нашими рандеву, за нашими встречами, а также приглашениями, которые мы можем рассылать нашим партнерам для участия в вебинарах либо различных ивентах компании. Мы не сможем посвятить время нашему партнеру, чтобы вырастить его, чтобы он начал дуплицировать наши действия. И помните, что ваш успех зависит от успеха ваших партнеров. Поэтому чем более вы организованы, и вы умеете управлять вашим временем, лучше будет ваш результат. Поэтому вы получите благодарность и действительно удовлетворение от вашей работы. Вы заметите, что это все работает просто идеально. Если же мы не сможем, если мы не управляем нашим временем, у нас как бы нету списка дел, у нас нет календаря, то есть получается, где мы прописываем все наши встречи, все наши дела, которые мы хотим выполнить в определенный промежуток времени. У нас в голове просто какой-то хаос творится. И мы начинаем забывать о встречах. Поэтому поймите, мы должны быть ответственны. Мы должны быть ответственными за наши действия. И начинать управлять нашим временем таким образом, чтобы это привело нас к нашему успеху. Я, например, когда я прошел этот курс, я действительно не умела управлять своим временем, у меня постоянно был какой-то хаос и бардак. А после этого курса я научился управлять моим временем благодаря именно информации, которую я получила от моих наставников. А сегодня у нас просто замечательные коучи, которые расскажут, что же такое тайм-менеджмент,
Поэтому я не хочу больше воровать их время, потому что их лекции действительно просто невероятные. Я передаю слово великому лидеру, великому коучу из Италии. Но я бы сказала, что он также является наставником международного уровня. У него десятилетний опыт работы в данном направлении. Поэтому я вас прошу записывать каждое слово, так как его информация поможет вам достичь вашего успеха. Эммануэле, передаю тебе слово. Buongiorno. Добрый день всем. Buongiorno, mi sentite? Добрый день, как меня слышно? Ok. Сейчас я тут выключу у себя микрофон в русской комнате. Вот так вот лучше, наверное. Отлично. Добро пожаловать. Для тех, кто меня не знает, я представлюсь, меня зовут Эммануэля Барони, я представитель лидерского совета, вице-президент по партнерской программе НЭМ. Я сертифицированный тренер мастер-профи, ведущий гений финансов. Я член Ассоциации генерала мира за мир, ментальный тренер, менеджер по тренингам в Италии, а также я являюсь частным инвестором. Я очень рад находиться сегодня утром с вами, являться частью этого прекрасного марафона. Именно сегодня мы говорили утром про время я бы не хотел затягивать и сразу перейти к нашей работе. Время, как сказал Драгош, это самое дорогое, что у нас есть. И если мы не будем учитывать и смотреть за нашим временем, его беречь, как бережем деньги, поэтому мы не сможем ничего достичь. Поэтому мы должны знать, что время невозможно вернуть. И поэтому, например, то время, которое мы проводим сейчас с вами, не вернется обратно. Поэтому я вас прошу, максимально внимательно прослушайте то, о чем я буду вам говорить. Первая вещь, которую я сделала, когда научился управлять своим временем, это создать календарь. Я проанализировал и разделил вещи, которые являются важными для меня и которые являются в приоритете, потому что мы привыкли назначать встречи в 9, например, 9 вечера, в 9 утра. Никто из нас никогда не делает анализ времени на 360 градусов, потому что когда мы управляем деньгами, у нас есть такое правило, нужно следить за нашими тратами и нашими расходами. Поэтому, если у вас есть календарь со всеми вашими встречами, я вас хочу пригласить провести небольшое упражнение. Может быть, из вас никто его и никогда не делал. Возьмите, пожалуйста, тетрадку, либо какой-то блокнот и сделайте все наоборот, как прописано в календаре. Например, вы должны взять за привычку прописывать все то, что вы собираетесь делать за один день. То есть именно не программировать, а как вы будете его занимать. То есть вы утром просыпаетесь, вы должны позавтракать, сделать упражнения, поехать на работу. То есть все время
все, что вы делаете в течение дня, включая встречи, которые вы назначили, а также действия, которые вам нужно выполнить в течение дня, вы пропишете это все. И знаете, что вы заметите? Что через несколько недель вы заметите, что у вас вы сможете заработать больше времени, то есть у вас его станет больше свободного времени. Как мы следим за нашими тратами и можем в конце месяца заметить, что мы смогли отложить определенную сумму денег, таким образом мы можем действовать и с нашим временем. Поэтому обратите на это внимание. Представьте, что вы являетесь банком времени, и вы контролируете, куда вы инвестировали ваше время. Самая важная инвестиция – это вы. Поэтому стоит того, чтобы вы проверяли, куда вы тратите это время. Мы привыкли назначать время, на время встреч. Об этом вам расскажет чуть-чуть глубже мой коллега, который будет после меня. Но что касается результата, чтобы достигнуть лучшего результата, я вам бы хотела посоветовать, что создать вот такой календарь для вас должно стать привычкой. Это привычка, когда вы просыпаетесь утром, завтракаете, принимаете душ. Поэтому записывать и заполнять ваш календарь также должно стать вашей привычкой. И вы заметите, что когда вы ведете ваш календарь, вы заметите, что мы действительно тратим огромное количество времени на всякую глупость. Например, вы думаете, что я молод, у меня очень много времени, я сделаю это завтра, я сделаю это послезавтра, жизнь еще, у меня еще очень много времени. Но если вы ее сможете заполнить правильно и распределить это время, вы сможете ее прожить лучше, потому что у нас в жизни есть много вещей, которые нужно открыть, которые нужно увидеть, поэтому обязательно используйте этот инструмент, о котором мы сейчас с вами говорим. Это как машине нужен бензин, например, как любой вещи нужно что-то, чтобы эту вещь завести, поэтому и у нас есть определенное какое-то механизма, неопределенное количество секунд, либо минут, и если мы это правильно не используем это время просто выбрасывается. Это, представьте, песочные часы, вы не можете их остановить, вы не можете сказать «стоп», время утекает. Я бы хотел вам рассказать одну вещь, которой меня обучили. Я себе установил определенные правила. В этих правилах я расставил приоритеты. Как только я расставил приоритеты, и их я уже поменять не мог. То есть эти правила были неизменны, и после этого я начал устанавливать время, которое я буду посвящать моей работе, бизнесу, моей жизни. Поэтому я вас прошу представить на листе бумаги ваш день, вашу неделю, как будто это квадрат. И вы должны заполнить эти квадраты часами, днями, минутами, и где вы не можете потратить, то есть там вы должны потратить время на ваше время, где вы не тратите его на бизнес, работу, затем вы заполняете квадратики, которые закрашиваете в другой цвет. И эти квадраты, которые вы раскрасили уже во вторую очередь, они
также важны, и это является уже приоритетом в работе. То есть если вы сегодня решаете, что я должен делать эту работу за 20 минут, вы должны это выполнить за 20 минут, но не когда вы закончите делать предыдущие вещи. То есть должно быть начало, должна быть длительность и определенный период, за который вы должны выполнить эту работу. Если вы не будете точны в этом календаре, то вы не сможете выполнить эту работу. То есть этот календарь должен быть ежедневный, мы должны его программировать каждый день. Также нам нужно учитывать, что что-то может меняться в нашей жизни, но чем более я запрограммирую мой календарь, тем смогу я больше организовывать мое время, посвящать время различным сферам и добиваться успехов. Не думайте, что вы сегодня сделаете календарь, и по щелчку пальцев все будет работать через 2 дня. Это должна стать вашей привычкой. Вы должны программировать ваш день, как будто это ваша машина, как будто это мотор, который работает постоянно, регулярно. Потому что вы должны сделать так, чтобы время не было вашим соперником, а стало вашим соратником. И, конечно же, следуя при этом определенным правилам. Если я хочу быть постоянно в отпуске, значит, нет, это неправильная установка. Я должен расставить приоритеты, я должен понять, что для меня важно, а также понять, сколько времени я хочу посвящать бизнесу. Чем больше вы будете посвящать времени, тем больших результатов вы сможете добиться. Это привычка, которую мы обычно имеем, когда мы разговариваем с людьми, когда мы проводим рандеву. То есть мы продолжаем разговаривать, вести беседу. Это огромная ошибка. Но если у меня получится занять мое время, запрограммировать, у меня действительно получится большего. Когда я организовал календарь, и я, отмечаю в этом календаре все мои встречи, все мои запрограммированные встречи, а также записывая все в него, все, что я сделал, то есть все действия, которые я выполнил. То есть то, что я делал на протяжении этих лет, я смог заработать огромное количество времени, огромное количество дней, которые позволили мне посвятить на то, что я хотел. Например, если я хотел провести время с моими близкими, либо потратить эти дни на мой отпуск, потому что у меня 4 детей, и мне очень было бы приятно проводить с ними больше времени. Поэтому один из моих приоритетов — это посвятить как можно больше времени моим детям. Я бы хотел спросить, есть ли здесь люди, которые вели свой календарь? Есть ли люди, которые хоть раз пытались... Может быть, есть кто-то желающий, кто готов поделиться своим опытом? И если вы заметили разницу, когда ты ведешь свой календарь, либо нет. Я вижу здесь огромное количество рук. Может быть, кто-то из технической поддержки может подключить нам желающего? Или вы сегодня все стесняетесь?
Добрый день всех. Добрый день, Адела. И как, меня слышно? Пожалуйста, Адела, расскажите о вашем опыте. Адела, вы с нами? У меня тут были проблемы с микрофоном. Вы меня слышите? Итак, доброе утро всем. Меня зовут Адела. Я топ-менеджер в компании. Я познакомилась с этой компанией 2 года назад, и я действительно влюбилась в нее. Но поначалу, перед тем, как с вами познакомиться и не занимаясь в этой сфере, и, конечно, у меня не было календаря, я абсолютно ничего не программировала, потому что я знала, что мне утром нужно было идти на работу на 8-10 часов, потом я возвращалась домой и занималась своими делами, разбирала свои вещи. Для меня это было действительно что-то новое, когда я начала отмечать встречи в календаре, которые я организовывала, где я должна была рассказать о этом бизнесе, о этом проекте. И в этот момент я поняла, что моя жизнь начала меняться, потому что я больше не могла жить без моего календаря. Я купила ежедневник, на котором была написана такая надпись, поэтому поищите и вы такой ежедневник с фразой, которая вас бы цепляла. И так каждый раз, когда вы будете брать этот ежедневник в руки, читать эту фразу, она вас будет толкать вперед. И на моем ежедневнике было написано: «Никогда не отказывайся от своих мечт». И я вам могу сказать, что мне эта фраза очень помогла. И моя жизнь поменялась, когда я начала планировать мое время. Поэтому время — это самое дорогое, что у нас есть. И я вам всем советую начать вести ваш календарь, и вы увидите улучшение. Спасибо большое, Адела. Может, кто-то еще хочет высказаться? Всем добрый день. Меня слышно, да? Да, добрый день, Николай, говорите. Да, добрый день. Меня зовут Николай, мне 28 лет. Сейчас живу в Украине, в Киевской области. В ранге я сейчас агент пока на данный момент. Вот. И что хочу сказать. У меня на самом деле есть опыт прошлый по ведению времени, тайм-менеджмент. Так как я ранее еще учился, может, слышали, Академия победителей, Владимир Довгань. Вот. И они учили тоже. Вот. Что я заметил, что я для себя осознал. Если ты четко планируешь время, вот, и понимаешь, как его вести, четко планируешь, там, например, там, в течение часа четко с 9 там, до 10 ты, там, например, там, читаешь книгу, там, или даже с 9 до 9:30. Потом затем что-то еще. Четкое ограничение во времени, вот от старта и до финиша. И я заметил, что чудесным образом получается так, что остается еще очень много времени свободного, потому что если ты делаешь пункт за пунктом, вот, ограничение во времени четко, вот там час или полчаса или 2 часа. Получается, еще я рисовал такой круг на бумаге, циркулем можно или там вручную. И так как вот у нас глобальный портфель вот разделен там на сектора, вот на такие вот диагонали, и вот я за счет этого еще мерял там примерно по пропорциям время, вот, размерял. Там, например, там час, такая толщина на шаре, потом 2, еще больше, еще меньше. Получается, все моменты, которые я должен был исполнить за день, я отметил на шаре, а потом, оказывается, еще получается такая штука, что еще какая-то такая нормальная часть шара еще свободная, пустая. И вот думаешь, что на самом деле можно очень продуктивно свое время строить и располагать им, и можно очень много чего за день успеть, и в итоге в конце ты будешь очень доволен, потому что ты продуктивно провел свой день. Вот. Был опыт, я вел где-то около месяца примерно. Ну, а потом, честно говоря, как-то так отошел к этому. Ну, сейчас тоже, кстати, планирую примерно там
Например, там вот эти вот утренние упражнения, там у меня полчаса уходит, зарядка, вода там каждый божий день делаю, получается. Потом психоэмоциональный настрой, потом, получается, там покушал, потом более часа в основном наша встреча, и дальше планирую там список контактов, там час выделил, потом что-то еще там написать, задание сделать. Вот, пока не успеваю, но по заданиям, ну, главное делать, просто идти вперед, и все получится. Просто делать и идти вперед. Вот такие у меня осознания по поводу времени, что можно быть намного продуктивнее, эффективнее на протяжении всего своего дня. Подскажите, пожалуйста, а вы никогда не пробовали заполнять календарь наоборот, то есть в конце дня? То есть то время, которое вы уже использовали, вы его просто в конце распределяете дня по календарю. То есть календарь наоборот. Я в самом начале я вот запланировал себе с самого утра день, и уже с самого начала я запланировал, сколько у меня времени идет на то, на то, на то. И потом я уже по пункту начал делать одно за другим, вот, сразу же. Моментами там я время не вписывался там, бывает быстрее успевал, бывает чуть-чуть там на какое-то время короткое, на 10-5 минут затягивал там, потому что не доделал. Но все равно, я думаю, надо четче, чтобы было еще больше толка. Ну и понятно, что это должно быть еще привычкой. Итак, как я вам говорила, что не стоит тянуть резину, не хочу воровать время моего коллеги из Австралии. Я хотела бы закончить тем, что сказать, попробуйте, даже если вам кажется, что это глупостью. Но если вы будете использовать те советы, которые мы вам дали, вы поймете, что организация календаря для ваших встреч и также распределяя все ваши дела в приоритетном порядке, а также заполнять календарь на несколько недель, но заполнять его после того, как вы уже выполнили эти дела. И таким образом вы заметите, сколько времени вы сможете заработать. Потому что поначалу, когда вы будете его записывать все наперед, не всегда у вас получится следовать этому времени. Но если я смогу уже по факту заполнять этот календарь по времени, даже учитывая минуты, то в следующем месяце я смогу понять, все же, где же мне стоит немножко улучшиться, ускориться. Спасибо большое за ваше внимание, и я бы хотел передать слово невероятному человеку. Это человек-энергия, поэтому передаю слово Эндрю. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое, Эммануэле, Драгош. Ребят, действительно невероятный контент сегодня. Я надеюсь, искренне надеюсь, что вы извлекли огромную пользу из этого. Это ребята добились невероятного успеха в своем бизнесе, поэтому не вижу причин, почему бы их не слушать. Ребят, поставьте плюсик, если меня хорошо слышно во всех чатах. Поскольку сегодня у нас в английской комнате есть какие-то определенные проблемы со звуком, посмотрим в русской комнате, как у нас там по плюсикам. Так, плюсики, отлично. Хорошо, ну как, ребят, все еще взбудоражены по поводу участия в марафоне? Поставьте плюсики, если это так. Наверное, надо бы сказать пятерку, а не плюсики, а то все плюсики смешались в кучу. Ладно. Ребята, давайте буду максимально кратким сегодня. Вечером, ну, в Австралии вечер. Мы уже вот половину второй недели прошли. Ребята, вы так, наверное, знаете, кто я. Меня зовут Эндрю Хокс, я представитель президентского совета, президент по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, сертифицированный тренер, мастер-профи, ведущий гений финансов. Ребята, о чем мы сегодня поговорим? Поставьте, пожалуйста, следующий слайд, было бы здорово. Итак, мы только что от Барони, самого Барони, услышали, как пользоваться календарем.
Итак, ребят, я это здесь размещу, потом еще размещу, сделаю специальные шаблоны на ваших языках, на 4 языка, мы разместим их в соответствующих группах, у нас будет русский, английский, итальянский, испанский. Пользуйтесь ими как хотите, вы не обязаны их использовать, но мне это помогает. Итак, визуальное планирование, наглядный план. Каждую неделю в пятницу утром я сажусь и задаю себе вопросы. И эти вопросы где-то 5-6 страниц у меня уходит на все это, в зависимости от количества информации. Например, чему я научился, какие у меня возможности были, какие у меня возможности появятся, что я собираюсь сделать, какие действия я запланировал. А затем я пытаюсь запланировать результат на следующую неделю. Но всегда надо начинать сверху, с года. Вы можете, например, начать с 5-летнего периода, но всегда начинайте свое планирование с финальной конечной цели. Давайте упростим. Начнем с года. Какие 5 топовых результатов на 2020 год? Чего вы хотите достичь в 2020 году? То есть, как только мы определились с приоритетными результатами, мы можем направляться в обратном пути. Вы должны понять, и для чего, почему эти результаты для вас важны. Помните пирамиду целей? Одна из наших первой сессий, Мила ее вела. Вы можете использовать свою пирамиду целей в своем наглядном планировании. Это как бизнес-план на 1 год. Хорошо? Это годовой бизнес-план. Вот с чего необходимо начинать. На 1 страницу. Естественно, когда вы получите наши шаблоны, так все будет понятно. Но вы должны сказать, какие у меня цели, почему они для меня важны. Вот те вопросы, которые вы себе задаете. И они будут в шаблонах, не переживайте. Что необходимо сделать, чтобы достичь эти результаты. Там есть пару вопросов. Но начинайте с года. Годовое планирование. Как только вы определились с годовым планированием, вы можете спускаться ниже и выходить на квартальный уровень. То есть, что я хочу достичь, например, в квартале, во всех кварталах, чтобы выйти на годовой результат. Что мне необходимо сделать, какие результаты, почему именно, например, в 3-м квартале, да, если вы 3-й квартал действуете, как это поможет мне достичь мой финальный результат, что мне необходимо, какие меры, какие действия необходимо принять. Вот вы задаете себе эти вопросы, и, естественно, отвечаете на них. То есть, почему они важны и какие действия необходимо предпринять. Ребята, это не список дел, да, это действия. Поскольку иногда ваш результат может сбыться, даже если вы ничего не предпринимаете, каких-то особых действий. Возможно, вы себе пропишете там 10 действий, а вам достаточно 5 оказалось. Как только вы поработали с кварталом, как вы думаете, мы спускаемся ниже. Например, если у нас было на 3-й квартал, вы спускаетесь ниже и переходите ко 2-му кварталу, то есть 6-месячный период. Вновь же, вы делаете то же самое, что вы делали в предыдущем этапе, а затем спускаетесь еще ниже, на 1-й квартал. И затем вы делаете планирование на месяц, что я должен достичь в течение месяца, чтобы выйти на цели 1-го квартала. То есть это те вопросы, которые вы себе задаете. Это сегодняшняя сессия, вот что нам сказал Драго, что нам Барони рассказал, и вот что я сейчас вам говорю. Это фундаментальные вещи для того, чтобы получить желаемые результаты. То есть планирование на месяц. А я говорю, давайте еще ниже опустимся. Планирование на неделю, планирование на день. И вот в тех шаблонах, которые я вам дам, они мне помогли вести мой собственный бизнес. Я делюсь уже отработанными наработками. И я это прям прописываю рукой, потому что я уверен, что это работает, когда вы делаете именно рукой. Вот, я сейчас могу вам показать. Вот, что я делаю в пятницу утром. И вот все эти вопросы я прописываю здесь, вот на этом листке бумаги, видите? Поскольку я так задаю темп своей недели.
И это напрямую связано с тем, что вам говорил Барони о календаре. Смотрите. Я говорю о своих достижениях, о извлеченных уроках, о прогрессе и где мне надо улучшиться. То есть я говорю о планировании наперед. Как только мы определились, как мы собираем... прежде чем мы, когда мы определились с целями, мы должны также определиться, как мы будем измерять свой результат. Шкала измерения или система измерения тоже очень важна, чтобы понять, добились вы результата или нет. Затем вы должны составить календарь событий для себя. Да, вот кто-то написал: Декланд, не переживайте, я все это размещу в отдельном посте. Например, вы можете составить календарь событий. Что там организует компания, да, на этой неделе? Может быть, какой-то промоушен идет, акция там в рамках марафона. Вот у нас... Вот для меня это текущее мероприятие, событие уже, например, 3 недели, да. То есть текущие события, что за они, почему они важны и как можно использовать для своей эффективности. То есть что, почему, где и как. Затем мы переходим к недельному графику. То есть какие у вас результаты должны быть под конец недели. И вы выделяете на это время. Смотрите, я вам приведу пример. Вот неделю назад, да, мы говорили о Вьетнаме. Вот у меня 120 минут было выделено на это. То есть я знаю, что у меня где-то в неделю надо будет, на этой неделе необходимо будет выделить 120 минут на эту задачу. Да? Это не означает, что вы должны все 120 минут сразу выделить. Вы можете разбить их. Помните, как говорил Барони, в своем календаре вы знаете, что вот то время, которое я могу посвятить своему бизнесу. И вы это фиксируете в своем календаре. И неважно, что там есть в этом календаре. Вы можете сказать, что вот, я знаю, что надо вот это время, и я его фиксирую. Все. Вы, конечно же, можете разбивать это время. Иногда вы можете даже немного его увеличивать, если вам повезло и вы сэкономили время на какой-то другой задаче. То есть вы определяетесь с задачами, а затем пытайтесь понять, сколько надо времени на выполнение этой задачи. Поскольку как только вы внесли задачу и время необходимо для выполнения в календарь, все. Оно там зафиксировано. Значит, это произойдет. Так, я тут... И можете еще определиться, значит, задачами, времени, мерами. И если у вас какие-то невыполненные задачи с предыдущей недели, иногда такое бывает. Если вдруг оказывается, что у вас есть задачи, которые вы уже 2 недели не можете выполнить, задайте себе вопрос, действительно ли это является вашим приоритетом. Хорошо. Итак, если вы спланировали уже неделю, то план на день будет вообще легко для вас спланировать. Ну, как правило, я целых 3 часа посвящаю в пятницу. Но не всегда 3 часа на планирование. Иногда мне надо и больше времени. Но очень бывает такое, что и за 1,5 часа я это делаю. Но чем быстрее вы это делаете, тем эффективнее вы, получается, используете свое время. Но мы не должны упускать никаких важных задач. Но повторю же, если вы уже сделали все планирование более высокого уровня, день вам будет спланировать легко. Например, вы говорите, ведение дневника там полчаса, там зарядка, еще там сколько-то, полчаса. Затем, после того, как я сделал это, я там 1,5 часа почитаю книгу. Затем у меня там прогулка. Я вернулся с прогулки, могу еще раз прочитать 1 главу в книге. А затем я начинаю свой ежедневный обзор. То есть я смотрю, что у меня запланировано на этот день и расставляю приоритеты на этот день. И вот во время этого
ежедневного обзора. Я отвечаю на имейлы, отвечаю там, на все сообщения. И после этого я готов встретить лицом день. Ребята, поставьте 6, если вы нашли что-то полезное в моих словах. 10? 12 кто-то ставит. Ничего себе, ребят. Ну, ребят, я рад, что вы извлекли какую-то пользу из этого. Давайте перейдем к следующему слайду. Итак, ваше домашнее задание, дамы и господа. Смотрите, значит, ваше домашнее задание. Вам необходимо составить график на неделю, на месяц, на 3 месяца и до конца 2020 года. Я бы еще больше разбивку сделал и сказал бы, разработайте свою ежедневную рутину, свой ежедневный график. Сколько вы каждый день будете посвящать времени бизнесу, пропишите в календаре, все это зафиксировано. Не обязательно прям детально разрабатывать, просто определитесь с временем, которое вы посвятите именно развитию вашего бизнеса. Хорошо? Ребята, я уверен, что у вас получится, и вы добьетесь успеха. Именно так я добился своего успеха, и именно благодаря этому я достигаю того, чего достигаю. Я, конечно же, в конце недели себя критикую, что я недостаточно сегодня сделал. Помните, что у нас будут образцы, шаблоны, которые вы можете использовать в качестве руководства, можете их немного улучшить, подогнать под себя. В любом случае, мы выложим их в группе Фейсбука. Они вот сегодня будут переведены на английский, русский, итальянский, испанский. Ребята, это, пожалуй, все. Вперед! Встретьте день. И будьте победителем. Помните, все те навыки, которые вы используете, вы не обязательно их использовать в рамках марафона или в разных бизнесах. Вы можете их использовать в повседневной жизни. Это навыки, которые нужны и полезны всегда. Ребят, хорошего вам дня, где бы вы ни находились. Поблагодарим Драгоша, Барони. Услышим их еще сегодня вечером. Хорошего вам дня. До скорого. Пока. Спасибо.